Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня на примере этого растения, юта, домашнее растение, я хотела бы вам показать, как пересадить растение и добавить в грунт такой препарат, как микорриза. Микорриза – это грибокорень, который помогает растению быстрее нарастить листовую массу, быстрее нарастить корни. Растение чаще цветет, плодит деток. Ну а также быстрее справляется со стрессовыми ситуациями. И самое основное, она помогает усваивать растению фосфор. А как вы знаете, мы знаем уже, что растению довольно проблематично его усвоить. Итак, допустим, вы не собираетесь пересаживать этот куст, но хотите добавить в него в грунт микорризу. Как быть? Аккуратно убираем верхний слой грунта до того момента, пока вы не увидите корни. Корень появился, берете микорризу и подсыпаете сверху в грунт. Затем грунт возвращаете обратно, растение готово. Я же сейчас буду пересаживать это растение методом перевалки в горшок большего объема. Двойной горшок очень удобный. Для пересадки я буду использовать грунт второго состава. Как его приготовить, какие компоненты, все это можно прочитать на сайте и посмотреть видеороликов на канале YouTube. Дренаж не использую. Насыпаю грунт. Грунт, как видите, рыхлый, влагоемкий и очень отлично подходит для выращивания антуриумов. Распределили. Сейчас насыпаем микорризу. Вот что она из себя представляет. Такой. Насыпаем. Это растение я уже посадила с добавлением минимальной, так сказать, дозы микорризы. И при пересадке я вот хотела добавить еще. То есть на дно насыпали. Теперь аккуратненько вынимаем растение из горшка. Можно вот так немножко пожать. Так будет гораздо легче его вытащить. И аккуратно вытаскиваем. Да. Сидит, конечно, оно крепко. Там получается у меня... Опа. Вот. Вытащили. Вот видите, дырочки были закрыты керамзитом, и он прям корням. Верхний слой грунта я также убираю, потому что хочу еще сверху добавить микорризы. Аккуратно, конечно, надо. Сильно много не буду тормошить растения, потому что не хочется, чтобы оно страдало. Вообще микорризу мы применяем очень давно, уже почти год. Изначально мы начали применять его сами. Затем, увидев результаты, а результаты были отличные, мы предложили ее участникам нашей группы, которые применяют ее уже почти полгода. И тоже также довольны очень результатами. Вот смотрите, я... Свободное пространство сейчас аккуратненько подсыплю, чтобы он у меня хотя бы подержался, этот ком. И сверху опять же я на корни насыплю микорризу. Очень. Кстати, если вы решите все-таки добавлять для своих растений микорризу, обязательно до этого хорошо изучите вопрос. Потому что не вся микорриза подходит для антуриумов. Поэтому можно ошибиться и наоборот навредить растению. Если же вы не уверены, лучше не приобретайте.
Растение, в принципе, может обойтись и без нее. Это, скажем так, дополнительный бонус для развития растения. Мы заказываем свои препараты в интернете. Мы не занимаемся торговлей. Это, получается, коллективные заказы оформляем. Это довольно-таки экономически выгодный способ приобретения, потому что обычно хорошие препараты, они продаются в больших фасовках, а приобрести одному человеку препарат довольно-таки дорого. Да и в принципе, зачем он нужен в таких больших количествах. Поэтому коллективный заказ – это самый лучший вариант, который мы нашли. Если вы хотите приобрести, присоединяйтесь к нашей группе в Telegram, где можно присоединиться к коллективному заказу. Смотрите, я здесь сверху подсыпаю опять же небольшой слой микоризы. И сверху засыпаю грунт. Единственное условие при внесении препарата в грунт — это так, чтобы грунт был обязательно влажный. Растение наше. Опа, вылез корешок у нас здесь. Здесь еще с этой стороны чуть-чуть подсыпем. И будет, в принципе, я так думаю, готовое. Как вы знаете, при пересадке грунт утрамбовывать не надо. С поливом он сам осядет. Единственное, что бы я сделала именно с этим растением, я бы, наверное, вот срезала вот этот старый цветок. Обрезать, если будете вот примерно на такой высоте, оставляю черешок. Вот здесь, наверное, лучше будет вам видно. Со временем он засохнет, и вы спокойно можете вот крутануть его и вытащить этот засохший черешок. Ну вот растение пересаженное, можно его опрыскать. Опрыскиваем аккуратненько все листики, стволик. Вот у меня там еще одна детка растет, кстати. Это вот, видите, видимо, действие микоризы, которая была изначально добавлена при посадке этого растения. Растение готово. Я считаю, что особо оно не пострадало от этой пересадки. Перевалка самый щадящий способ. Корни растения, как вы видели, мы особо не трогали. Все готово. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Вступайте в нашу группу. Ждем вас в Telegram. Ссылку я оставлю в описании.